Всем привет! Несмотря на войну, приходят посылки. Все работает, без перебоев, почта, все нормально, жизнь продолжается. Вот в таком состоянии сразу можете увидеть, приходит данный вариант. Ну, вот. Упаковка повреждена, то есть упаковка не из лучших. Так, в общем-то, в комментариях покупатели и пишут, что упаковка желает быть лучше. Но фонарь я уже доставал, поэтому там все цело, я уже об этом знаю. Просто обычная вот коробка, и там все, в общем-то, насыпано вот так вот, без всякого органайзера. По качеству хотелось бы желать лучшего. Не пишите хрень в комментариях и везде там в Телеграме, в моей группе многие пишут, что на Алиэкспрессе все подорожало. На Алиэкспрессе ничего не подорожало, даже некоторые моменты цены опускаются. Но если ваш рубль летит в пропасть и набирает скорость, это не говорит о том, что на Алиэкспрессе все подорожало. Мировые производители, мировые магазины ориентируются на курс доллара, ориентируются на доллар. Вот я как покупал его до войны, так он сейчас, если не дешевле, и стоит. Ничего на Алиэкспрессе не подорожало. Поэтому советую вам доставать ваши рублики из чулка, из-под дивана, где там кто хранит, и делать покупки. Потому что сейчас за эти рубли вы можете купить такой фонарь. Через несколько дней за эти рубли вы не купите и пульта к нему. Также это касается и видеонаблюдения, в общем-то, всего, что имеется на продаже в Алиэкспрессе. Ссылки на фонари в описании под видео. И, кстати, там на страничке товара, в той страничке продавца, вы можете выбрать различные варианты в различных корпусах. Но имейте в виду, что вот в этом корпусе это вот один вариант только продается. Далее идут другие корпусы, там есть варианты немного другие, разные варианты установки различных матриц с количеством светодиодов. Соответственно, цена зависит. Чем меньше светодиодов, тем маломощнее будет фонарь, тем он дешевле будет стоить. Есть садовые светильники, вообще, которые можно ставить на стену. Они, кстати, очень классно тоже отрабатывают. Что это за фонарь? С такой вот ножкой. Фиксатор. Ну, сразу скажу, что такое первое впечатление, что это все хлипенькое. Ну, дальше будет видно. Кстати, это все разборное, на саморезах держится. Пластик, ну, среднего такого качества. Ну, как я вам и говорил, пластик сейчас производится вполне достойный. И некоторые элементы пластиковые даже заменяют металлические элементы. И все, в общем-то, справляется. Сам кронштейн вот такой. Подозрительно он выглядит, как бы сразу не поймешь, что это, потом понимаешь, что это кронштейн для крепления этого фонаря, ну или на стену, или на столб. И с такой вот заводкой сбоку. Завели, защелкнули, прикручен к стене, к какому-нибудь столбу, и у вас фонарь вот таким вот образом крепится. Ну, я думаю, что парусность его большая, и если будет какой-то сильный ветер, то возможно это все поломается при сильном ветре, при очень сильном. Ну вот я его, в общем-то, сейчас в какое-нибудь крайнее положение поставлю. Люфт здесь также вот имеется. Я не знаю, может можно как-то доработать. Немного люфтит. Ну так, чтобы вот я его туда-сюда болтаю. Он может, ну, перещелкивается при сильном, так сказать, ударе ветра. Здесь также очень классно, что он быстросъемный. То есть можно его в случае чего залезть, как же тут расфиксировать. Да просто, наверное, сдвигаем в сторону. Да, сдвигаем в сторону. Защелка сама открывается. И фонарь снимаем. И также быстро его можно обратно установить. Вариант фонаря с солнечной панелью, со встроенными аккумуляторами, с датчиком движения и с несколькими режимами. Фонарь может полностью автоматически работать. Какой вы режим ему выставили, в таком он будет работать в автомате. При наступлении рассвета фонарь отключается и не работает. При наступлении темноты фонарь идет в работу в том режиме, в котором вы поставили. Режим включено-выключено. Фонарь может быть полностью выключен, обесточен. Пульт также на него не будет реагировать, если он в полностью отключенном состоянии. Есть вариант, один раз вот нажал, фонарь активировался, включился. И первый режим говорит о том, что при темноте фонарь будет включаться от датчика движения. Проходит человек,
пробегает собака, кошка. То есть инфракрасный датчик движения, обычный датчик движения, который реагирует на движущееся инфракрасное тепло, которое выделяют человек, животные, проезжающие автомобили. Иногда могут быть ложные сработки, но как обычный, например, прожектор с датчиком движения, также будет работать и этот фонарь. Второй режим, это у нас свет, получается, да, он будет работать только в темноте. Приглушенный свет, как вы видели, постоянно будет гореть. При прохождении человека, то есть при сработке датчика движения, будет активироваться яркий свет. Через какое-то время, тут время заданное, посмотрим, может минута, может полминуты, задержки включения фонаря, опять переходит в слабый режим свечения. Подсветка минимальная будет. При обнаружении человека включается ярко. Человек ушел, опять светит на минимуме. И третий режим, это режим вроде бы как постоянного свечения при наступлении темноты. То есть наступила темнота, фонарь будет светить. Рассвет, фонарь автоматически выключается. Такие вот три режима имеются. Все это можно дублировать с пульта. Так, вот что-то он... здесь получается, что когда прикрываем солнечную панель, скорее всего, где-то тут встроенный датчик. Вот я прикрываю солнечную панель, и фонарь вступает в работу. В комплекте пульт. Сразу вам скажу, что пульт, именно вот этот сенсор отвечает за пульт. Ну, как обычный пульт, работает недалеко. И нужно именно попадать на сенсор, направлять. Чуть-чуть в сторону уходим, фонарь пульт не видит. Тут что, главное активировать, включить, чтобы был активен режим работы фонаря. И можно работать пультом. То есть или выключаем, или включаем, меняем. А здесь просто нужно убрать предохранитель с батарейки. Выключаем, включаем, меняем режимы пультом. Такая вот есть такое подтверждение замены режима. Вот, все работает. Режим SOS, не знаю, режим SOS как-то не активируется. Если нужно полностью обесточить фонарь, можем обесточить его вот именно этой кнопкой. Режим фонаря обесточен, и пульт после этого уже не работает. Также в комплекте крепежный элемент, небольшая инструкция. В общем-то тут все понятно и без инструкции. Разбираю фонарь, посмотрим, что внутри. Значит, еще момент, обратите внимание, при выборе фонаря есть вариант выбрать с COB матрицами, есть вариант выбрать с SMD матрицами. Уже смотрите, ничего вам не могу по этому поводу сказать. Что мы видим? Сразу два аккумулятора. 18650. Так, здесь распайка идет. Просто, что я хочу сказать сразу. Заявлено, установлен аккумулятор 14 тысяч мАч. Ну, говорит о том, что всем цифрам, которые на странице товара, доверять не стоит. Потому что там и написано, что фонарь мощность 3000 что-то ватт. Ну, короче, такие цифры какие-то вообще неадекватные. Поэтому не рассчитывайте на те цифры. Вот и по аккумулятору вы видите, что место под 3 аккумулятора, но стоит 2. Хотя можно еще добавить один аккумулятор, это уже как захотите. Но тут явно не 14 тысяч мАч, как заявлено. 2 аккумулятора на 18650. Ну, судя по весу, может где-то каждый по 2500 мАч. То есть 5000 как вариант. Ну вот, есть еще вариант один установить сюда. Просто все распаяно, контактов пружинных нету здесь. Так, здесь что у нас? Ага, подпружиненный вариант вот этой вот ноги регулировочной. Опять же, все пластик, пружины, понятно, металлические, ну такие мощные. Далее, просто никаких металлических частей нету в этом варианте прожектора. Здесь идут такие, можно их назвать, защитные стекла или линзы. Качество одно из вообще из самых дешевых. Но в общем-то здесь и ломаться, можно сказать, нечему. И какой плюс этих прожекторов? То, что они оснащены датчиком движения и не будет постоянно работать, то есть греться светодиоды. Чем меньше греется светодиод, понятно, тем его жизнь
будет дольше работоспособность. Так, вот такие вот элементы здесь. И самое, что ни на есть, простейшая матрица с SMD светодиодами. Так. Обычная распайка, крепление. И пошли провода дальше на остальные модули. Здесь также модуль съемный с сенсором, с датчиком движения, с кнопкой. В общем-то, конструктор, обычный конструктор. Не знаю, есть ли в запчастях в продаже эти все модули. Ну, скорее всего, есть. В случае чего, я думаю, можно по маркировке найти будет и заменить. В случае какой-то поломки. Ничего здесь сложного нету. Все разборное, все саморезы одинаковые. Сложностей, кто в руках паяльник может держать, то все можно сделать самому. Алюминиевая основа модуля. Алюминь. И распайка светодиодов. Ну, понятно, что отвода тепла мало от такого количества светодиодов на такую площадь алюминия. Ну, как я вам сказал, это все такое бюджетное. И надежда на то, что, во-первых, в жару днем этот прожектор работать не будет. Будет работать ночью. Ночью температура воздуха на улице меньше, поэтому можно надеяться на то, что нагрев также будет меньше. Ну и, соответственно, светодиоды будут работать дольше. Не видел я рекомендаций по установке, но, по моему мнению, не нужно питать иллюзий и думать, что это фонарь будет освещать у вас всю улицу. Это чисто для домашнего пользования, для двора. Быстро в установке, прикрутил, особенно если деревянные где-то части, кронштейн прикрученный, фонарь закрепили, все, работает нормально. Ветер вот у меня средней где-то мощности, то видно, что он покачивается. Все-таки парусность есть. И при сильном ветре, конечно, будет возможность того, что его может там обломать, вырвать. Но опять же, надо все опытным путем производить, то есть проверять. Высота установки. Как по мне, максимум 5 метров, потому что может он освещать будет хорошо и с большей высоты. Но учтите, тогда не будет смысла его датчика движения. Потому что датчик движения, я думаю, что не имеет большого радиуса действия. Примерно где-то, наверное, по максимуму это 8 метров. На небольшую высоту вешать, чтобы у вас была доступность к нему. Все-таки это такое автономное устройство, ну, которое нужно будет снимать на зиму. На морозе нежелательно, конечно, его использовать. На большую высоту, опять же, повесите. Не будет актуален пульт дистанционного управления. С адекватной высоты будет он нормально работать. Установили прожектор и рекомендуется, так как нету у него возможности зарядить аккумуляторы его от блока питания, от розетки 220. Нужно установить его вот с утра. И по максимуму он находился на солнце, его солнечная панель, 6 часов, как заявлено. По максимуму 6 часов. Ну и понятно, что устанавливать его нужно в том месте, где максимальная солнечная активность будет целый день, чтобы максимально заряжались аккумуляторы. Нету особо солнечной активности пока. Ранняя весна, вот даже на улице холодно, смотрите, покрылся конденсатом, покрылись, занес с улицы, сразу конденсат. Вот на улице сейчас минус 1 градус. Хочу что сейчас разобрать, снять крышку. Надо было это сделать сразу, но не додумался. Замерить напряжение на аккумуляторах. Посмотреть, ну вот за это время, за несколько часов, грубо говоря, где-то 3,5 часа на солнце побывало устройство. Посмотреть заряд, напряжение на аккумуляторах. Вот одно плохо, что отдельно крышка не снимается, а снимается вместе с ногой с этой. Напряжение на банках. 4,21. Ну, вполне таки хорошо. Судя по напряжению, аккумуляторы заряжены. Отлично. Аккумуляторы полностью заряжены и готовы для работы. Какой плюс, пока вот разобрал я опять эту секцию, аккумуляторный отсек. Плюс в тот, что это конструктор, как вы видите. Аккумуляторы можно устанавливать сюда свои. Большей емкости, например, можете поставить проверенные ваши аккумуляторы. Можно добавить еще один аккумулятор, но опять же, будут ли они 3 аккумулятора большей емкости, будет ли хватать мощности солнечной панели для зарядки, это надо опять же экспериментальным путем проводить. Все
Но есть вариант доработки данного фонаря. Корпус, а все остальное, уже начинку вы можете менять. Отличный был бы вариант, и здесь есть, кажется, возможность установить. Да, возможность есть. Почему они сразу не поставили, я не знаю. Возможность установить пружинные контакты. Опять же, это кто хочет дорабатывать. Возможность такая есть. Пружинные контакты, и тогда какой плюс огромный появляется, что можно извлекать аккумуляторы в случае чего и подкидывать другие, уже заряженные. Данные аккумуляторы можно будет извлекать, ставить на зарядное устройство, на стационарное, и держать как запасной вариант. Но если вот как солнечная активность такая, и аккумуляторы вот зарядились до полного заряда, летом это будет еще активнее идти, солнце будет больше активности иметь и дольше. Отличный вариант, мне кажется, можно будет третий аккумулятор добавлять и ни туда-сюда аккумуляторы не менять. Но возможность установки контактов имеется, это очень классно. По герметичности, ну такое, я не скажу, что здесь сильно все герметично, хотя заявлено, что полностью герметичность присутствует. Какая-то герметичность есть. В воду, понятно, это устройство опускать не будешь. Так, если вот в таком вот положении, то здесь все залито, все нормально. Если сюда в таком положении вода будет попадать, то вероятность может быть, что вода попадет внутрь устройства. Но в основном-то будет фонарь установлен таким образом, что дождь будет идти в эту часть. А здесь все, в общем-то, залито, все герметично. Отличный, кстати, пульт, работает на расстоянии, ну вот где-то 5 метров точно. Опять же, в прямой видимости, под углом, если вот вниз, я даже если его опущу, надо направлять на фонарь. Вот так, где-то метров 5. Вы могли уже заметить, смотрите, какой яркий свет. Блин, ну отлично. Свет просто очень яркий. Фонарь однозначно может с большей высоты работать, освещать очень большую площадь. Цвет рассеянный, чисто белый свет, без синевы. Очень яркий, очень классный. Режимы, опять же, переключаем уже с пульта. Так, подтверждение режима мигания фонаря. Второй режим тусклый, и при движении человека загорается яркий свет. И третий режим, получается, вот режим постоянного свечения с ночи до утра. Утром он автоматически выключится сам. Средняя яркость. Максимальная яркость и датчик движения — это первый режим. Вот он сейчас работает. Пока я двигаюсь, фонарь светит. Движения нету перед датчиком движения. Фонарь гаснет. Зашел за фонарь, посмотрите, как он освещает. Просто супер. Ну вот, впечатление от его освещения, очень классно светит. Смело можно его вешать выше. Так, вот он. И захожу я. Все, отлично. Датчик моментально срабатывает. На каком расстоянии? Ну, я вам говорил, расстояние 6-8, ну, максимум, наверное, 10 метров. Опять, как будет у вас, под каким углом настроен будет датчик. Если фонарь будет вниз, то, понятно, под ним будет срабатывать датчик, люди, которые проходят. Если фонарь направлен вперед будет светить, то и датчика угол будет на вас направлен сюда, и тем он дальше будет срабатывать. Но однозначно радиус действия вокруг фонаря где-то, наверное, около 5 метров. Задержка в свечении, наверное, после срабатывания движения где-то, наверное, полминуты. Да. Так, и вот я подхожу. Ну, я вам скажу, что метров 6, наверное, под таким вот углом, когда датчик смотрит не прямо, а немного вниз под углом, срабатывает метров 6 где-то. Вот сработка есть. Ну и опять же, фонарь можно использовать как переносной. Понятно, что неудобно, но если где-то вам нужно что-то мощно подсветить, этот фонарь пойдет очень мощно. Светит очень классно. Супер. Свет просто радует. На сегодня все. Все полезные ссылки в описании к видео. Переходите, приобретайте. Я думаю, что не разочарует. Другие варианты также рассматривайте. Я выбрал по максимуму, потому что мне было интересно посмотреть на это устройство, ну и как оно работает. Ну и вам, конечно же, показать. Телеграм-канал, ссылка также в описании.
Инстаграм, у кого что еще не заблокировано. И также не ждите подешевления на Алиэкспресс. Дешевле не будет. Поэтому сейчас берите, кидайте в корзину и покупайте по моей ссылке в описании к видео. Всем удачи и до следующих видео.